Разработка ученых из MFT и представляет собой важный технологический прорыв в области экологического мониторинга полярных регионов, открывающий новые возможности для долгосрочного сохранения северных территорий. Созданный алгоритм предназначен для глубокого автоматизированного анализа визуальных данных, поступающих в режиме реального времени с камер, установленных на бортах научно-исследовательских, грузовых и ледокольных судов. В условиях Арктики, где человеческий ресурс крайне ограничен, а суровые климатические условия делают постоянное дежурство специалистов на палубе невозможным, внедрение подобных интеллектуальных систем становится единственным эффективным способом получения объективной картины загрязнения океана. По своим техническим характеристикам, скорости обработки видеопотока и итоговой точности распознавания объектов, отечественное устройство уже сегодня значительно превосходит существующие зарубежные аналоги, которые зачастую не адаптированы под специфику северного освещения и обледенения оптики. В основе работы этого инновационного программного комплекса лежат два фундаментальных и взаимодополняющих метода современного машинного обучения, обеспечивающих надежность выводов. Первый метод — это классификация изображений с использованием сложного контрастного подхода — Contrastive Learning. Данная технология позволяет нейросети не просто механически запоминать конкретные образы из обучающей выборки, а самостоятельно выявлять ключевые визуальные различия между объектами на основе анализа их текстур, форм и отражающей способности. Благодаря этому система эффективно отделяет природные элементы морского ландшафта от инородных антропогенных тел. Второй метод — прямое детектирование объектов — Object Detection, который обеспечивает мгновенное обнаружение и точную локализацию цели в кадре. Это позволяет фиксировать даже мельчайшие фрагменты синтетического мусора на фоне крайне динамичной морской поверхности, сложного рельефа волн и меняющейся пены, что ранее было практически недостижимо для стандартных программных решений. Фундаментом для создания, калибровки и финального обучения искусственного интеллекта послужил уникальный по своей структуре набор данных, кропотливо собранный участниками масштабной научной экспедиции осенью 2023 года. В ходе работ в акваториях Баренцева и Карского морей исследователи накопили колоссальный объем первичной визуальной информации, отражающей реальное состояние водной среды. Команда ученых и инженеров вручную и автоматизированно обработала более 500 тысяч фотографий морской поверхности, сделанных в аутентичных судовых условиях. Такая внушительная и репрезентативная база данных позволила до минимума снизить вероятность ошибок машинного зрения и натренировать алгоритм на стабильную работу в самых неблагоприятных условиях. При густом тумане, низком стоянии солнца, характерном для полярных широт, а также при сильном штормовом волнении, когда визуальный горизонт постоянно смещается. На текущем этапе развития система способна с беспрецедентной точностью идентифицировать 4 основных типа объектов, анализ которых критически важен для комплексной оценки состояния экосистемы. Во-первых, это непосредственно морской мусор, включающий изделия из различных видов пластика, обрывки синтетических рыболовных сетей, канистры и прочие твердые отходы человеческой деятельности.
Во-вторых, алгоритм успешно распознает морских птиц, что имеет огромное значение для биологического мониторинга и понимания путей миграции пернатых, являющихся индикаторами здоровья биомассы. Третий и четвертый типы объектов относятся к категории технических и природных помех, которые ранее часто вызывали ложноположительные срабатывания. Это солнечные блики на воде и капли воды на самом объективе камеры. Способность ИИ программно отсеивать эти факторы и не выдавать их за реальные загрязнения является ключевым конкурентным преимуществом системы, обеспечивающим стерильную чистоту и достоверность собираемой статистики. Актуальность данной разработки для арктического региона, обладающего уникальным статусом мировой кухни погоды, сегодня сложно переоценить. Как отмечает заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий, проблема загрязнения нерастворимым антропогенным мусором превратилась в экзистенциальную угрозу для хрупких экосистем высоких широт. Несмотря на то, что сама Арктика в силу низкой заселенности не является крупным первичным источником отходов, она превращается в их глобальный аккумулятор. Мощные трансокеанические течения, такие как Гольфстрим, работают подобно гигантской конвейерной ленте, десятилетиями транспортируя сюда тонны промышленного и бытового мусора из густонаселенных и индустриально развитых районов Европы, Азии и Северной Америки. В условиях крайне низких температур воды процессы химического окисления и биологического разложения полимеров замедляются в десятки раз, из-за чего пластик сохраняется в арктических льдах практически вечно. Эксперты в области океанологии и экологии подчеркивают, что масштабное загрязнение океанов пластиком и микропластиком — это одна из самых острых и трудноразрешимых проблем современности, требующая немедленного реагирования. Попадая в Арктику, мусор не просто плавает на поверхности, а вмерзает в лед, дробится на микрочастицы и входит в пищевую цепь, поражая организмы морских млекопитающих, рыб и планктона. Технологические решения такого высокого уровня, как новый алгоритм МФТИ, являются тем необходимым инструментом, который позволит перейти от эпизодических наблюдений к непрерывному глобальному контролю. Подобная система дает ученым возможность не только фиксировать факты загрязнения, но и математически моделировать траектории движения мусорных пятен, выявляя страны-отправители отходов. В конечном итоге это должно привести к ужесточению международных экологических стандартов и созданию эффективных механизмов очистки океана. Полномасштабное внедрение системы автоматического мониторинга на базе искусственного интеллекта позволит в кратчайшие сроки создать разветвленную сеть экологического контроля вдоль всего Северного морского пути и прилегающих территорий. Использование автономного ИИ полностью освобождает экипаж судна и научную группу от изнурительной необходимости проводить часы у мониторов, позволяя системе бесперебойно собирать и систематизировать данные в режиме 24/7. Интеграция таких алгоритмов в повседневную практику судоходства превращает каждый ледокол или грузовое судно в добровольный экологический пост, что делает мониторинг по-настоящему массовым и всеобъемлющим. Дальнейшее развитие проекта предполагает обучение нейросети распознаванию более мелких фракций мусора и интеграцию данных с орбитальными спутниками
для получения максимально полной картины экологического состояния северных морских рубежей.